Слыхал ли кто в каких-либо преданиях, чтоб какой самодержец, оставя корону, предпринимал отдаленное странствование по чужим государствам, чтоб просветить себя науками и художествами, иметь свидание с прочими государями, устно с ними о взаимных пользах говорить, обозреть города, обычаи и жизнь европейских народов, полезное от всего перенять, преобразовать подданных и сделать себя достойным владетелем пространной монархии. Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный. С самых ранних лет воображение будущего самодержца будоражили всевозможные иноземные диковины, хранившиеся в дворцовых палатах и кладовых, предметы удивительной красоты, произведения искусных художников, механиков, ремесленников. Эти дары иностранных послов русским царям, собиравшиеся много лет, по существу являлись прообразом музейной коллекции, но были доступны лишь узкому кругу царских приближенных. Будущий император общался с иностранцами, жившими в Москве, жадно впитывал сведения об успехах естественных наук, географических открытиях, развитии международной торговли, инженерных достижениях, европейском искусстве, стиле жизни и моде. Начав править самостоятельно, Петр I предпринял 2 азовских похода, которые доказали важность флота и артиллерии в ведении войн. Весной 1697 года Петр I отправился в свое первое путешествие за границу в составе Великого посольства. Помимо дипломатических целей, поиска союзников по антиосманской коалиции, у этой миссии были и другие задачи. Надлежало приобрести знания о последних достижениях в фортификации, военном деле, судостроении и навигации, естественных науках и пригласить на службу иностранных специалистов для развития этих отраслей в России. Посольство включало 250 человек, причем сам Петр входил в его состав инкогнито, под видом простого унтер-офицера. Он лично и с большим энтузиазмом постигал ремесло корабельщика на голландских верфях, обучался артиллерийскому делу, изучал премудрости управления парусными судами. Петр был поражен уровнем и темпами развития науки и технологий в Европе, однако круг его интересов не ограничивался лишь военно-техническими вопросами. В XVI и XVII веках Западную Европу охватила мода на собирательство природных диковин, археологических и художественных артефактов. Шло освоение заморских колоний. Оттуда в Старый Свет везли всевозможные необычные вещи, мгновенно раскупавшиеся для частных собраний. Постепенно простое удивление необычным вещам сменилось глубоким научным интересом. Коллекции систематизировались по отраслям знаний, становились основой для исследований. Впервые соприкоснувшись в Голландии с миром научных коллекций, Петр I был глубоко впечатлен и вдохновлен их просветительским потенциалом. В Амстердаме он познакомился со знаменитым анатомом Фредериком Рюйшем. Много раз российский самодержец наблюдал за его работой в анатомическом театре при госпитале Святого Петра.
В Европе того времени, и особенно в Нидерландах, были популярны публичные лекции по анатомии. Рюйш открыл для Петра потрясающий своей сложностью и совершенством мир человеческого тела, без познания которого немыслимо развитие медицины. В своей коллекции, помимо анатомических препаратов, ученый включал привозимые со всего света диковинные экземпляры растительного и животного мира. Позднее, в 1717 году, Петр приобрел у Рюйша его собрание для петербургской кунсткамеры. Значительное влияние на Петра I оказали и другие выдающиеся голландские коллекционеры и ученые. Альберт Себа, натуралист и исследователь. Его собрание, большую часть которого составляли заспиртованные препараты, чучела животных и коллекция пресмыкающихся, также было приобретено по указанию Петра. Еще одной важной амстердамской покупкой в 1717 году стали акварели известной европейской художницы и энтомолога Марии Сибиллы Мэриан. Это были оригиналы иллюстраций к ее книгам и альбом с описанием 30-летних наблюдений исследовательницы. Петр был хорошо знаком с ее работами, хотя лично они не встречались. В доме амстердамского купца Якоба де Вильде Петр осмотрел его нумизматическую коллекцию, собрание египетских древностей, старинных гем и античной скульптуры. Бургомистр Амстердама Николас Витсен, прославившийся трудами по географии и этнографии Сибири, пробудил у Петра I интерес к изучению сибирских древностей. Погребальные курганы, сооруженные много тысяч лет назад, содержали поистине несметные сокровища – золотые изделия скифской и сарматской культур. До организации поисковых экспедиций под строгим контролем государевых людей эти захоронения были объектами разграбления многочисленными кладокопателями. Только при Петре I удалось приостановить этот варварский грабеж и начать извлечение золотых артефактов не с целью наживы, а в качестве ценных художественно-исторических экспонатов. Это фактически стало началом развития отечественной археологии, а указы Петра, направленные на прекращение разграбления сибирских курганов, можно считать первыми в российской истории документами об охране памятников истории и культуры. В этих указах, в частности, предписывалось курьезные вещи, которые находятся в Сибири, покупать сибирскому губернатору или кому где надлежит, настоящую ценою и не переплавливая, присылать в столицу. К самим же грабителям было приказано применять строжайшие меры – гробокопателей смертью казнить, ежели пойманы будут. Важно, что в деле поиска скифского золота Петром I двигала не только страсть к коллекционированию, но прежде всего желание глубже исследовать историю России и населявших ее народов, доказать, что их наследие в мировой культуре имеет не меньшую ценность, чем наследие западноевропейской цивилизации. Логика освоения Сибири и Дальнего Востока естественным образом требовала развития отношений с великим восточным соседом Китаем. Еще до правления Петра I из Поднебесной в Россию различными путями попадали замечательные предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия, великолепные ткани, образцы живописи, богато украшенное оружие, художественный фарфор,
лаковые предметы. Увлечение молодого Петра Востоком началось еще в юности, в Москве, а путешествие по Европе убедило его в том, что и там интерес к Китаю огромен. В китайском духе оформляли интерьеры дворцов, произведения искусства коллекционировали и преподносили в качестве дипломатических подарков. Царь начал приобретать китайские товары в Амстердаме у купцов Ост-Индской компании, а по возвращении в Россию заказывал их через сибирский приказ, отбирая лучшее из привезенного купеческими караванами. Поток уникальных художественных ценностей из Китая увеличивался по мере строительства дворцов в Санкт-Петербурге и его пригородах. В целом, научные коллекции Европы были отражением стремления просвещенного человека познать окружающий мир, обобщить его в виде научной системы. Оказавшись в Англии, Петр I увидел, насколько важен для развития науки государственный подход в образовании, научных исследованиях и поддержке ученых. Он посетил Оксфордский университет и находящийся там публичный музей, первый в Британии, возникший всего за 20 лет до визита Петра из кабинета редкостей сэра Элиаса Эшмола. Посетил Гринвичскую обсерваторию и научное королевское общество, ставшее прообразом всех европейских академий наук, не исключая и будущую Российскую академию. Одной из культурных и научных столиц Европы был в то время Дрезден. Остановившись в Дрездене на несколько дней по пути из Голландии в Вену, Петр уделил особое внимание осмотру здешней придворной кунсткамеры, коллекцию которой саксонские правители собирали уже более 1,5 века. Петр настолько жаждал увидеть это собрание раритетов, что, прибыв в город вечером и наскоро поужинав, немедленно отправился в кунсткамеру и провел там всю ночь. В последующие дни он еще несколько раз бывал там. Во время своего правления российский император неоднократно посещал Дрезден, нанося визиты дружественному саксонскому курфюрсту Августу Сильному. Общение с Августом Сильным, так же, как и с английским королем Вильгельмом III, в известной мере послужило для Петра примером высочайшего попечения о развитии науки и искусства. Петр также увидел, что коллекции древностей, научных инструментов и произведений искусства, принадлежавшие монаршим дворам Священной Римской империи и Англии, выставлялись на публичное обозрение и являлись предметом гордости и показателем просвещенности монархов. Вернувшись в Россию из Великого посольства в 1698 году, Петр занялся обустройством собственного собрания редкостей, личного кабинета в Кремле. В личном кабинете начинает складываться и нумизматическая коллекция самодержца. В любимом Преображенском собирается коллекция оружия, в том числе экзотического. В виде арматуры она украшала одну из стен дворца. Кремлевская оружейная палата по указанию Петра начинает наполняться не только редкими образцами оружия, но и мемориальными предметами, свидетельствами воинских побед, ценными трофеями, тем, что будет храниться для потомков. После переноса столицы из Москвы в строящийся Петербург Петр приказал перевести туда и свой личный кабинет. Под коллекцию
были отведены помещения в Летнем дворце. Именно там собрание государя впервые стало именоваться Кунсткамерой. Очень скоро разрастающейся коллекции стало тесно в дворцовых покоях, и ее разместили в Кикиных палатах. Одновременно в 1718 году на стрелке Васильевского острова приступили к строительству специального здания Кунсткамеры. В еще недостроенной башне, в зале над анатомическим театром, установили огромный, более 3 метров в диаметре, глобус-планетарий. Затем над ним был возведен свод и закончено строительство обсерватории. Интересно появление глобуса в Петербурге. Путь из Гатторпского герцогства по морю и по суше занял более 3 лет, ведь ящик с глобусом весил около 4 тонн. Библиотекарь Петра Великого Шумахер писал: «Большой Гатторпский глобус вчера благополучно прибыл сюда. Его привезли на 2 санях, тянули их 800 крестьян и сопровождали 300 драгун, которые рубили лес и прокладывали дорогу. Труд невообразимый, и надо быть царем, чтобы привести по суше такую чудовищную машину». После знакомства с развитием науки в Европе Петр пришел к выводу, что опорными точками для этого развития должны служить научный музей, анатомический театр, библиотека и типография. Все они были первоначально размещены в Кунсткамере, ставшей ядром для Российской академии наук. Планы создания академии Петр обсуждал с выдающимися учеными, одним из которых был Готфрид Лейбниц. «В вашем государстве, – писал он Петру, – все, что касается до науки, еще ново и подобно листу белой бумаги, а потому можно избегнуть многих ошибок, которые вкрались в Европе постепенно и незаметно. Известно, что дворец, строящийся вновь, выходит лучше, чем тот, который строился веками и часто подвергался исправлениям и изменениям. Здание Кунсткамеры на берегу Невы с башней, похожей на маяк, действительно можно считать путеводным маяком, обозначившим новый курс России на просвещение, прогресс и открытость миру. Кунсткамера стала первым российским музеем, открытым для публики. Тогда же были заложены основы научной музейной каталогизации. По указу Петра все экспонаты, поступавшие в Кунсткамеру, тщательно зарисовывались. Создавался первый в России иллюстрированный музейный каталог. Сейчас Кунсткамера продолжает свое существование как музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Бывая в Европе с длительными или кратковременными визитами, Петр продолжал осматривать коллекции в европейских столицах. Однако со временем интерес государя все более смещался с экзотических редкостей и научных коллекций на живопись, скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства, изящные бытовые предметы. Во Франции российского монарха впечатлили художественные собрания Версальского и Люксембургского дворцов. В Лондоне король Вильгельм III ознакомил его с ходом перестройки дворца Хэмптон-Корт, который по замыслу британского монарха должен был стать английским Версалем.
впечатлившие Петра парковые ансамбли Европы стали прообразами роскошных парковых ансамблей Петербурга. Государь постигал основы живописи и графики и весьма в этом преуспел. Голландский график Адриан Шхонебек специально для российского монарха составил учебник по изобразительному искусству. Сохранилась гравюра, выполненная лично Петром I. Во всех европейских поездках особо вдохновляли Петра всевозможные новинки механики. Он познакомился с устройством токарно-копировальных станков и стал активно внедрять эту технологию в России. Вскоре подобные станки, усовершенствованные русскими умельцами, превзошли зарубежные аналоги. А сам Петр настолько преуспел в токарном ремесле, что научился вытачивать настоящее произведение искусства из слоновой кости и природных минералов. Свои работы, а также токарные станки, изготовленные русскими мастерами, он с гордостью презентовал зарубежным монархам. Изумительные разнообразные предметы, представленные в коллекциях Петра I, свидетельствуют о широте художественных взглядов российского императора. По словам историка Соловьева, Петр, как человек силы, воспользовался всем, что представил ему богатой цивилизации Запад, но возвратился более русским, чем выехал из России. Все многообразие мирового художественного наследия было приобщено государем к делу просвещения России. Оно стало основой для развития отечественной живописи, ваяния, зодчества, новых направлений декоративно-прикладного искусства. Для современников и потомков Петр стал ваятелем новой России, титаном Прометеем, озарившим страну живительным огнем просвещения.